Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро, возможно, стремительно придут в вашу жизнь, что идет на ваш порог. Вот давайте узнаем. И как раз нам карты старинного цыганского пасьянса о таких пороговых значениях и про события расскажут, и покажут, продемонстрируют. А я должна сказать, Плутон совсем недавно, 6 мая, начал свою обратную петлю, ретроградное движение. Словно притормаживает Плутон где-то и нам, говорит: подожди, дева, не торопись, потому что те вопросы, темы, которые, кстати, могут быть связаны с какой-то прежней историей. История начала года 2026 или конца 2025, здесь нам возвращаются к пересмотру. И то, что мы пока не видим в мае и не знаем, как к этому подступиться, мои дорогие, вот такое может быть. Поверьте, в течение лета у нас это прояснится, и, скорее всего, до конца осени вы сумеете решить это, по крайней мере, вы будете знать, куда как будто я иду. Кто-то скажет: я и так знаю, что ты мне рассказываешь. Но вот, значит, еще пока некоторые события, они еще как не вернулись. Хотя я тут допускаю, у вас сейчас, знаете, обостренная интуиция, и интуиция, которая вам будет подсказывать, как действовать, а как не действовать. Слушайте себя. И где-то не принимаете какую-то позицию с позиции именно перфекционизма. Что нужно сделать как-то вот это очень хорошо. Тут умение перестроиться, вот, наверное, это самый важный фактор. У вас совпадает, уже показываю, демонстрирую крест. И это очень доброе значение, это как судьба берет бразды правления над вами. То есть какие-то судьбоносные события будут, возможно, и встречи в ближайшие дни. Что-то вот тут именно складывается так, как нужно, хочется сказать. Для кого-то из вас, как по судьбе подписать какую-то важную бумагу или таковую получить. Конечно, в нашу цифровую эпоху это может быть не обязательно бумага, хотя тут конверт и сургучная печать, то есть, материальный какой-то объект, хотя это может быть электронный документ, правда, с какой-нибудь электронной подписью, почему нет? Или какое-то важное соглашение, контракт, может быть, у кого-то рабочий контракт, а у кого-то, может быть, и брачный, да, какая-то личная тема. Вот я все-таки допускаю, что тут какой-то единомышленник у девы есть. И знаете, а вот и правда, что-то быстро не идет. Вот эта древка листва говорит о том, что, это как какая-то пауза, задержка, или то, что вы хотите осуществить, к примеру, вот нам прямо демонстрируют какую-то поездку, дорогу. Может быть, вы будете только готовиться. Мы ведь смотрим на ближайшие дни, ориентир где-то до конца мая. Плюс-минус, тут у каждого по-своему. Но четко карты обозначают. Тут есть какая-то прочная связь с конкретным человеком, который вот прямо сразу не... ты ее не раскрутишь, этот узел, да. Может быть, это будет связано с каким-то очень важным человеком в вашей жизни, которому или отношения с которым вы будете тоже пересматривать. Что-то вы тут будете передумывать, не исключаю. И, может быть, даже у кого-то, не буду складывать, но это, тем не менее, совпало, меч. Ссора. Может быть, ссора какая-то была. Вполне вероятно, какое-то недопонимание, может быть, и тоже было. А для кого-то из вас вы впервые, может быть, даже, вот для тех, кто один или одна, вы задумаетесь о том, чтобы выйти из одиночества, из сольного именно варианта. Может быть, и определиться по взаимоотношениям. Потому что листва и крест иногда именно элементы одиночества проигрываются. И личная жизнь у нас в фокусе внимания, начиная с мая и как минимум до 16 октября. И я тоже не исключаю, что по личной жизни, как какое-то дежавю, какие-то отношения, которые это точно, которые даже означают те отношения, когда, может быть, была ссора. Вот здесь будет что-то пересматриваться. Это может напрямую у кого-то затронуть, кстати, вопросы работы или какой-то финансовой, может быть, сферы. Я не утверждаю, конечно, но мы все разные. Но у вас же, посмотрите, как волшебно семейное счастье и еще домашний очаг. И здесь могут решаться вопросы, которые
буквально касаются стены, да, места вашего пребывания, проживания. Может быть, в ближайшее время, на последующий период, у кого как. Но это может быть и вот домочадцы, ваше ближайшее окружение, мои дорогие. Здорово. Смотрю, что у вас еще совпало по пасьянсу. Что мы тут можем еще соединить? Пока не вижу больше совпадений. Но давайте пробегусь глазами, чтобы не прошляпить ничего. Но, как мне кажется, я ничего не упустила. Ну, вот такие события. Тем не менее, мы продолжим. И у карт Таро мы спросим, что же там для Девы? Что скрывает ваше будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы? Вот такую карту достанем. Итак, мои дорогие девы, что изменит ваши планы? Это как было скрытое, а здесь как на поверхность выйдет. И что будет вас радовать, в чем ваша сила, что, может быть, вам будет помогать? Соответственно, к чему все идет, к чему приготовиться, что будет продолжаться. Не только, может быть, в мае, а на последующий период. Может быть, сфера жизни или какой-то вопрос. Ну и по основным сферам жизни мы тоже зададим вопрос первый. Что ждет Деву в личной жизни, во взаимоотношениях, в любви? Ну, может быть, это и личностный какой-то проект, я тоже не исключаю. Финансы, что ждет Деву в ближайшие дни? И ваши достижения, документы, важные контакты, встречи, договоренности, вот, или работа для кого-то, да, банально, что ждет в ближайшие дни. Итак, что же тут изменит ваши планы, может быть, какие тайны для вас откроются? Ну, вот такая карта, я говорю, рутина обычно, да, идет, когда много работы. Ну, вот какая-то тема по части денег, правда, и работы у вас. И ведь по этой карте это всегда прогресс. Да, вот на данный период времени вы можете ощущать, что, ну, вы очень устали, кстати, по этой карте, потому что, если мы говорим рутина, но это изо дня в день в каком-то одном формате. А у нас, мои дорогие, Плутон, если мы говорим, до середины октября нам будет возвращать какие-то истории жизненные, да, и происходит трансформация сейчас не только в вашем, это касается вашего знака зодиака, ведь трансформация запущена и происходит в жизни каждого, вот кто входит в ваше окружение. И у каждого как-то по-своему свои планы, идеи, может быть и мечты, сейчас они ретрансформируются в какой-то новый сюжет. И, может быть, на основе вот этих взаимодействий, на основе перемен, которые происходят не только в вашей жизни, а больше даже в жизни кого-то, вам приходится этот элемент или элементы учитывать. И Плутон, он нас не призывает делать что-то быстро. Опять же, вот рутина. То есть нам говорят в течение мая то, что ну, для вас еще, знаете, как под сомнением. Или большой знак вопроса. В течение лета это будет прояснено. И у вас это, видимо, вопросы, которые связаны с деньгами, с работой, может быть, вашим статусом, потому что по 8 Пентаклей это мы уже как достигли одного уровня, и наступает время переходить на новый, выше. Вот такая подсказка. И, может быть, прежде было непонятно, как действовать, а здесь будет ясно, постепенно, по крайней мере, по части работы, взаимоотношений делового характера или какие-то бумаги, документы, все же я это не исключаю. Вот здесь будет что-то проясняться. И тоже не быстро, ведь эта карта не скорости. Прочитайте, правда, на моем сайте, ссылка будет в описании под видео. Ретро-Плутон. Как будет меняться ваша жизнь. Правда, по части финансов вы можете получить какую-то помощь. Конкретно карта финансового успеха. Вы сами можете заработать деньги. Вы можете задуматься о своем собственном проекте новом. Может быть, это как начало первой попытки построить какой-то новый вид бизнеса, нового дохода, дополнительного дохода или пассивного дохода. Но самые лучшие карты у вас выпадают именно на материализм, материализацию. Хотя это ведь помощь высших сил. Это вот эта судьба, как крест, которые говорят, что вам высшие силы сейчас помогают. Помогают, потому что как вам еще предстоит какая-то дорога, возможно, миссия, что-то совершить. Поэтому вам надо будет правильно как-то вписываться, договариваться, ведь эта карта всегда говорит о договоренностях, о балансе. Вот это и есть какой-то верховенственный, может быть, баланс,
который мы устанавливаем, или он как будто пронизывает все сферы жизни, которые именно в нашей реальной жизни, потому что материальная карта. Ну, сильная позиция. И, может быть, прежде была какая-то сумятица, неразбериха. Но, значит, постепенно, шаг за шагом у вас отстраиваются ваши сильные позиции. Не торопитесь, правда, у вас будет время до 16 октября. Ну, все, наверное, сделать так, как вы хотите. Кстати, должна предупредить, денег в долг мы по этой карте не даем. Иногда к нам обращаются, помни, рука дающего сегодня, завтра станет рукой просящего. Поэтому, ну, где-то фильтруйте, кто к вам обращается и зачем. В чем ваша сила? Карта хорошего настроения, карта вдохновения. Для кого-то это может свидетельствовать о том вдохновляющем моменте, вот как новый способ даже заработка, новое творчество. Или когда какое-то предложение, мои дорогие. Вообще карта, вот если мы сказали хорошее настроение, через вашу лояльность вы будете как притягивать к себе людей. Помните об этом. И как вот вы построите взаимоотношения, от этого будет зависеть какая-то последующая траектория и, возможно, ваши связи, ваши контакты. Итак, в чем ваша сила? Давайте еще. Вот ваша сила в том, может быть, кому-то придется пересмотреть, вот правда, выход из одиночества, я сказала. Или, может быть, возвращается тема, которая была связана даже с отношениями. Тут может, знаете, как написать, объявиться, или какой-то звонок. Может быть, от того человека, с кем прежде что-то у вас не получилось, не срослось. Тут ведь, понимаете, как сама судьба помогает, обратите внимание, в этой колоде вас нет уже в прошлом. И, может быть, я веду к тому свою канву, что вам придется все-таки что-то пересмотреть. Возможно, в предыдущий период вы уже от чего-то отказались. Возможно, в предыдущий период, ну вот, вы не видели ни предпосылок, может быть, и не было желания. Может быть, действительно у кого-то была очень сложная история, когда на грани предательства. Но, по крайней мере, вы так могли это оценивать. А вот здесь на сегодняшний день любая тройка – карта будущего. И это не кто-то спросит, и что это меня такое ожидает? Нет, мои дорогие. Нам показывает тройка, хоть мы говорим карта будущего, но она показывает вот именно данный отрезок времени. Где вы прямо сейчас? Вот вас нет в прошлом. Почему я очень часто говорю здоровое равнодушие? А уже не цепляет, уже не болит. А может быть, болит у кого-то другого, потому что он сделал какой-то ляпсус, оплошность, и какой-то человек может исправлять. Вполне вероятно, вот такая персона появится в вашей жизни. У кого-то по личной жизни, у кого-то по работе. Но вам как будто судьба дает возможность что-то переиграть. Вы теперь будете править балом. Король жезлов, я не исключаю, вам придется с кем-то договариваться, карта харизматичного лидера. И при этом где-то не расслабляться, потому что по этой карте я тоже добавляю, да, это может прийти как какая-то идея, это может прийти как предложение, но человек сам не будет ничего делать. То есть вдохновить нас кто-то может, а действовать придется самим. Но я думаю, деву этим не удивишь. Но вот это, видимо, все то, что я сказала, вас будет радовать. Но, тем не менее, это какой-то выбор, мои дорогие. Это вы получите, возможно, не только документ, а вот как сам по себе процесс или ситуация, которая потребует от вас как выбор правильного пути. Но вам это будет приятно, это точно. Давайте узнаем, а что же будет продолжаться для Девы? Пятерка кубков. Я по этой карте часто говорю словами Клаудио Пенейро. Над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. И карта говорит, как ты поведешь себя. Если будешь ты, да, вот как эта тройка, ну уже не ищу ее, тройка мечей, подзастрянешь в прошлом, или будешь где-то, дева, постоянно как возвращаться в какой-то паттерн предыдущий, на лад дело не пойдет. Ты себя как ограничиваешь, замыкаешь вот в каких-то прежних разочарованиях. Или пусть даже ты кому-то не веришь, а у тебя именно сейчас складывается, может быть, по Плутону вот этот вот кармический итог, как кармический долг, может быть, пройти какой-то экзамен жизни и себя, словно как тот Мюнхгаузен, за косичку из болота вытянуть. Что будет продолжаться? Что после этой пятерки кубков? Изобилие, процветание. Кстати, карта отдыха, когда мы можем себе его позволить, когда больше ресурсов.
Вот правда, тут есть какая-то персона, с которой лучше договориться, и, может быть, это вопросы материальные. Еще одна карта, еще более большого, высокого значения, восьмерка пентаклей, 6, 8, 9. Вы как геометрическую прогрессию своего благополучия выстраиваете. Но, карта говорит, тебе придется пересмотреть некоторые позиции. Не упустите чего-то, хочется сказать, потому что на кону стоит что-то очень важное, что для вас откроет новое качество жизни. Вот примите это к сведению. Итак, что ждет в жизни личной девы? О, обожаю эту карту. Тем более, знаете, ну пусть не в этой колоде, но тем не менее, это Солнце в Деве. Вот есть колоды, где обозначают и планеты, и еще и знаки. Хотя я, конечно, не исключаю. Иногда, знаете, эта карта еще и критического мышления, поэтому у вас сильные позиции. И для вас, мои дорогие мужчины, все-таки смотрим на личную жизнь. Это может быть какая-то страстная история. Это может быть и знакомство, кстати, с каким-то человеком, который очень притягательный. И, может быть, вы об этом не скажете, но очень заинтересуетесь. Мои дорогие девочки, это вы сейчас можете находиться, ну, так скажем, в объективе какого-то человека или какая-то история, может быть, даже возобновлена. Вот я тут где-то обмолвилась, да? Именно потому, что, может быть, и есть какие-то отношения из прошлого, но вот до человека дошло, что вы играете какую-то важную роль в его жизни. Или это, как, знаете, ну, может быть, через страсть, именно любовного характера, через притяжение человек желает возобновить с вами отношения. Но тут, конечно, у каждого по-своему. У вас, безусловно, сильная позиция на решение как и внутрисемейных вопросов. Ну, вы тут первую скрипку от начала до конца играете. Но так и выйти из одиночества, построить именно эту самую личную жизнь. Посмотрите, как волшебно. Карта перемен. Карта добрых перемен. Ну, выбор, туда или сюда. Я не исключаю, у кого-то все же личная жизнь, может быть, вопросы автомобиля, вопросы перемещения, вопросы поездки, может быть, и переезда. Для кого-то это может совпадать, когда съезжаются, может быть, семьи. Ну, а для кого-то наоборот, взрослые дети уезжают. Ну, перекладывайте на себя. Какие-то перемены в личной жизни вы не измените, это точно. Сама судьба руководит вами. У вас сильная позиция, и, наверное, пройти по ситуации вам просто необходимо. Не только в ближайшие дни, ведь старшие арканы, они как работают не на 1-2 недели, а значительно дольше. Поэтому вот выбирайте какие-то ориентиры совершенно новые, мои дорогие. И карта говорит, не оглядывайся назад. Возможно, и придется, да, как выстроить, ну, как новые отношения или что-то новое по-старому. Тут у каждого как-то по-своему. Но, видимо, нужно принять какую-то данность, потому что прошлое уже особого значения не имеет. Что-то завершается. И, конечно, есть и тот элемент, что нам дорого любимо. Это не значит, что мы мертвой хваткой держимся. А нет, мы тоже трансформируем в новую реальность. Деньги, финансы. Что ждет деву? 9 мечей. И вот смотрите, да, что будет продолжаться. У вас сейчас как время прорыва. Совсем недавно, возможно, вы не могли решить финансовый вопрос. Это карта искаженного восприятия и сомнений. А здесь, правда, ведь какой-то прорыв. Я не исключаю, что здесь какая-то и помощь, но и для вас время заработков наступает. Но такое, знаете, вибрирующее, непонятное. Для кого-то из вас карта Луна будет говорить, действительно, сохраняй деньги, потому что по финансам что-то будет меняться, карта Луна. И тебе придется сохранять собственные позиции, ну и чем ты более ресурсным подойдешь, может быть. К этому времени, опять же, старший аркан, ты чего-то сейчас еще пока не видишь. Вот, может быть, почему тут нужно не отказываться от каких-то контактов, даже если у вас уже какое-то предубеждение сложилось. Здесь нужно пройти между, как будто. Между вот обычно башни, да, у нас как будто изображены. Причем возле одной волк, возле другой шакал. И нам как будто и не к волкам, и не к шакалам, а нам между этих башен. Иногда эта карта говорит надежный тыл.
Вот для вас в надежный тыл задача может быть ближайших дней. Не быть безапелляционным. Ну, может быть, это словно, знаете, даже словесной какой-то дуэли. Не бить наотмашь. Вот я такое могу предположить. Почему я говорю такие фразы? А потому что вот именно есть и тройка мечей. То есть есть какой-то минусовый опыт, который, может быть, вот пока вы смотрите видео, сильнее вас, вы думаете, это сильнее меня, и я не смогу это принять. А ведь Плутон как раз и заставляет принять что-то. Потому что он говорит, если ты будешь настаивать, то есть сама по себе планета далекая, холодная, мы часто связываем ее с трансформацией. И вот как раз, знаете, как экзамен жизни. Нам дают к трансформации те вопросы, которые мы уже вроде определились, поставили в этом точку. И мы уже готовы упорствовать, но именно в своем решении. А Плутон врывается в нашу жизнь. Пусть он не буквально врывается с какими-то такими быстрыми событиями. Скорее нет. Но он очень, знаете, он вот так жестко где-то давит, заставляя принять ту данность, что есть в нашей жизни что-то намного сильнее нас. И если ты упорствуешь, как будто добавляешь, удваиваешь свою силу, Плутон ее утроит. И пока не докажет, вот мы можем где-то подзастрять в собственных сомнениях. Посмотрите, карта сомнений. Карта, кстати, интуиции. Слушай интуицию, она тебе сейчас помогает. Но ты пока еще не видишь, как разовьются последующие события. Смотрите, для вас вот именно по финансам, может быть, у кого-то буквально в ближайшие дни согласование бумаги, выплаты или проплаты, закрытие кого-то кредитов или наоборот взятие какого-то долгого ипотечного. Вот здесь нужно быть реалистом. Для вас именно финансовую ситуацию как минимум нужно чувствовать, вот я скажу, да? И если кто-то скажет, а что такое интуиция, я в это не верю. Значит, придется себя изучить лучше, чем вы знали до этого времени. Интуиция вам буквально помогает сложить какой-то жизненный пазл, то, что пока у нас еще не проявилось в реальной жизни. Вот и правда, не торопитесь, но по части финансов у вас как будто все должно плясать с буквой закона. Иногда, кстати, карта кармы. Поэтому здесь могут быть вопросы денег, которые к вам возвращаются по части, если вы что-то заработали, если что-то принадлежит вам, но какие-то платежи не проходили, были заблокированы, есть возможность получить как раз эту сумму. Ладно, ваши достижения, работа, бизнес, контакты, контракты, ух ты, ждите каких-то известий по тузу жезлов, а вот кто знает, да? Если мы говорим работа, и тут где-то денежная ситуация, ты пока не видишь. Вот правда, пока смотрите расклад, не видите. А потом где-то ближе к концу мая узнаете какую-то новость и себя поблагодарите, что не действовали так вот сгоряча. Я такого не исключаю. Туз жезлов всегда делит нашу жизнь на период до и после. Это стремительные перемены. Но где-то это связано с информацией. О, а на кону ваше солнце. Выбор правильного направления. Вот пусть даже что-то неоднозначно. Я много об этом сказала, не повторяюсь, мои дорогие. А ведь у вас как по судьбе, мои дорогие любимые девы. Вы очень надежные люди. Но сейчас вам как судьба помогает каким-то таким, ну, может быть, не вполне, потому что Луна, да, не вполне таким четко выраженным способом. Но вот, видимо, слушайте самих себя. Пользуйтесь любым шансом. Нет возврата назад. Все-таки карты нам сказали перемены. Посмотрите, аркан силы. Для вас на последующие 6-8 месяцев открывается время, очень как благодатная почва для осуществления ваших проектов, для важных договоренностей. Конечно, карта Солнца – это наше эго. И я, как говорила, мы можем подзастрять на своем, настаивать. Но вот, видимо, по Плутону основная задача – это себя перестроить. Перестроить как на новый ход реальности. Что-то, иными словами, трансформировать. И высшие силы вам в этом помогают. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за ваши добрые комментарии, за вашу помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы, мои дорогие, будьте счастливы.
Будьте любимы всегда.